Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос, как правильно составить оптимальный рацион для собаки, если вы кормите ее натуральными кормами. С сухими кормами все намного проще. Всю ответственность за сбалансированность рациона берет на себя производитель, да и то в том случае, если вы кормите ее кормами не ниже супер премиум класса или холистиками. Что касается кормов более низкого класса, то тут эти принципы не работают. При кормлении кормами эконом-класса основным критерием есть максимальное обеспечение животного энергией и прочими компонентами за минимальные деньги. И если что-то при таком кормлении пойдет не так, а рано или поздно такие проблемы возникают, то это корректируется при помощи различных препаратов, начиная от витаминов и заканчивая терапевтическим лечением. Сейчас мы рассмотрим подходы к составлению рациона при кормлении собак натуральными кормами. Это не столько сложно, сколько трудоемко. Итак, вот основные принципы, из которых мы должны исходить. Прежде всего следует помнить, что собака хищник, и за многолетнюю историю приручения собаки, а это всего лишь каких-то 10-15 тысяч лет, у нее изменилась лишь психика и гормональная система. Пищеварительная же система, как была системой хищника, так и осталась. В природе плотоядные хищники съедают свою жертву целиком, со шкурой, с обилием крови, с содержимым желудка и кишечника, с мелкими костями, а большие кости обгладывают до белизны, то есть загрызая все сухожилия и хрящи. Поэтому в идеале рацион собаки в процентном соотношении должен приближаться к тому, из чего состоит, например, косуля или заяц. Это и мясо, и субпродукты, и кости, и содержимое желудка и кишечника, в которых содержится и растительная пища, уже переваренная ферментами в разной степени, и множество самих ферментов. В дикой природе все идет в пищу, и даже шерсть пойманных животных съедается практически полностью. Теперь понятно, из каких продуктов приблизительно должен состоять рацион собаки. Вот перечень тех продуктов, которые должны входить в состав рациона собак. Это мясо, в том числе субпродукты, рыба морская, молочно-кислые продукты, яйца, крупы, овощи, хлеб грубого помола, растительное масло. Можно давать также орехи и семечки, но последнее это больше не столько часть рациона, сколько угощение. Теперь давайте пройдемся более детально по каждой из этих составляющих. Мясо – это основа рациона собаки, и его должно быть там не меньше 40%. А еще лучше, если это будет все 60%. Мясо собакам можно давать любых видов животных. Если есть такая возможность, то надо включать в рацион мясо разных видов, в том числе и птицы. Хотя на курицу, выращенную в промышленных условиях, может быть и аллергия. Опять же, это подбирается эмпирическим путем. Если видите, что есть аллергия, убрали из рациона. Нет, кормите себя дальше. Причем это касается всех продуктов, не только мяса. Желательно использовать пищу собакам не только нежную вырезку, а все подряд, с сухожилиями, сосудами, хрящами. Это не только укрепляет челюсти, заставляя собаку отгрызать и пережевывать пищу, но и активизирует работу всего желудочно-кишечного тракта. Мясо и мясные продукты лучше всего давать сырыми, но надо быть уверенным в их качестве. Для этого берите мясо только после ветконтроля, то есть на рынке. Субпродукты, печень, почки, мозги, рубец – это также отличный источник белка, целого ряда витаминов и ферментов, которые есть только в субпродуктах и нет в чистом мясе. Субпродуктов в рационе должно быть около 15% от общего состава мясного набора. Ну, как в вышеупомянутой косуле. Раз субпродукты это тоже белок, то теоретически можно заменять мясо субпродуктами. Многие так и делают. Хотя субпродукты по энергетической ценности и уступают чистому мясу. Но дело не в этом. Так можно делать лишь с целью экономии стоимости кормления, но не более. Лучше делать так, как я сказал, если вам позволяют ваши финансы. Рыба – это тоже мясо, то есть это тоже высококачественная белковая пища. Использовать лучше всего морскую рыбу, предварительно удалив острые кости, если они есть. Говорят, что рыбу нельзя давать собакам. Это не совсем так. Вредна не рыба, а избыточное количество ее в рационе. В рационе рыбы должно быть не более чем 30%. Рыбу надо давать морскую и желательно скармливать сырой. Я бы крайне не советовал давать собаке речную рыбу. В речной рыбе могут быть опасные паразиты. Она может быть поражена аписторхозом. Уничтожить этих паразитов можно, но только варкой.
Но вареная рыба опасна тем, что такой рыбы собака может очень легко подавиться. И к тому же кости рыбы после варки становятся очень острыми и хрупкими. Короче, здесь проблем больше, чем пользы. Крупы – источник углеводов. Их доля в суточном рационе должна составлять от 20 до 40%. Лучше всего использовать пищу собак рис, гречку или овсяную кашу, геркулес. Периодически стоит давать и другие крупы, поскольку их минеральный состав несколько отличается от вышеперечисленных. И таким образом вы имеете возможность разнообразить пищу по основным необходимым компонентам. Только запомните, геркулес лучше не варить, а запаривать. Залить кипятком и подождать, пока он разбухнет и остынет. Бобовое зачастую вызывает вздутие живота. От пшена некоторых собак слабит. Перловка усваивается всего на 30-40%. Кукурузу лучше всего скармливать в виде сечки для приготовления каш. Крупы следует варить отдельно на воде и уже готовыми смешивать с остальными компонентами блюда. Что касается овощей и фруктов, то их доля в суточном рационе должна составлять от 20 до 30%. Овощи – это источник углеводов, клетчатки и витаминов. Лучше всего их давать сырыми, цельными или натертыми на мелкой терке или в миксере. Так они лучше усваиваются. Для лучшей поедаемости и усвояемости стоит добавлять в них растительное масло. Можно овощи и пропаривать, но при этом разрушается большинство витаминов, следует об этом помнить. Лучше всего комбинировать в рационе тушено-вареный и сырой варианты скармливания растительной пищи. Кроме того, варить и тушить овощи можно целиком или крупными кусками и измельчать уже прямо перед подачей на стол. Это позволяет сохранить больше витаминов. Картофель следует давать только в вареном виде, редко и в небольших количествах, поскольку он практически полностью состоит из крахмалов, которые организм собаки усваивает с большим трудом. Капусту лучше всего использовать квашеную или тушеную, поскольку свежая вызывает бродильные процессы в кишечнике. Фрукты скармливают как в свежем, так и в сушеном виде. Но их дают не как курам, а больше как лакомство. Многие собаки с огромным удовольствием грызут яблоки и груши. Это не только вкусно и полезно, но и помогает очистить зубы от налета. Собаки также с удовольствием смакуют и сухофрукты. Не стоит давать цитрусовые и другие экзотические фрукты, а также клубнику. Эти лакомства относятся к группе аллергенов. Давать их можно, но опять же не так часто и по чуть-чуть. Я бы не рекомендовал их давать собакам вообще. А зачем? Пользы никакой, а проблемы могут быть. Также не надо выключать в рацион собаки ароматическую зелень типа кинзы и сельдерея. Лучше дать собаке ошпаренной крапивы, одуванчика или пророщенного овса. Молочные и кисломолочные продукты – это источник белка, жиров, отчасти витаминов и минералов. Молоко взрослым собакам включать в рацион не надо, поскольку с возрастом собаки перестают усваивать лактозу, и употребление цельного молока может вызвать у них понос. Взрослым собакам лучше скармливать кисломолочные продукты – абрат, кефир, ряженка, простокваша, йогурты, бифидокефиры, творог. Не стоит увлекаться жирной сметаной более чем 5%. И не надо собаке давать кисломолочные продукты, содержащие сахар и напичканные всевозможными фруктовыми добавками и ароматизаторами. Это различные сладкие йогурты, сырки и творожки. Что касается яиц, то это источник белка и витаминов. Куриные яйца дают не чаще 1-2 раз в неделю. Можно давать и перепелиные яйца через день по одной штуке, и тоже сырыми. Яйца, и особенно перепелиные, очень богаты витаминами, что особенно актуально в период роста щенков, беременности и вязок кобелей. Но не забывайте, что яйца, особенно сырые, могут спровоцировать возникновение аллергии на белок, а может и ничего не вызвать. Смотрите сами по реакции собаки. Что касается морепродуктов животного происхождения, таких как кальмары, крабы, мидии и тому подобное, то это еще один источник ценного белка. Они богаты йодом. Некоторые собаки их любят, другие нет. В любом случае их можно иногда давать небольшими порциями. Морепродукты растительного происхождения, это морская капуста и другие водоросли, великолепный источник витаминов и минералов, в первую очередь того же йода. Они незаменимы в осенне-зимний период. При даче морепродуктов надо быть осторожным. Хоть и редко, но на них тоже бывает аллергия, а избыток йода вреден. Все хорошо, что в меру. Растительные масла
Лучший источник незаменимых аминокислот. Можно давать оливковое, кукурузное, подсолнечниковое, соевое масло. Собакам годится любое. Добавление в пищу растительного масла не только полезно, но масло нравится большинству собак само по себе. Если собака отказывается от еды, то можно добавить в пищу столовую ложку растительного масла. Для того, чтобы правильно кормить животное, важно не только разумно подобрать рацион, но и соблюдать одинаковый режим кормления. Кормить собаку следует ежедневно в определенное время, давая корм, который содержал бы все необходимое количество жиров, белков, углеводов, витаминов и минералов. Рацион следует составлять, учитывая хотя бы общие представления о калорийности продуктов и энергетических потребностях организма собаки. Для каждой породы собак это свои данные. Это зависит от темперамента собаки, возраста, ну и размера, конечно же. Например, суточная потребность взрослой собаки крупной породы в корме составляет летом 2000-2100 килокалорий, зимой 2300-2500 килокалорий. Объем порции корма должен соответствовать размеру собаки и, естественно, объему ее желудка, а также способности организма переваривать и усваивать корм. Приготовленная пища должна иметь правильную консистенцию. Она не должна быть ни слишком жидкой, ни слишком сухой. Пища для собак обычно готовится в виде густого супа или жидкой каши. Хотя иногда бывают и индивидуальные предпочтения. Встречаются собаки, которые отказываются есть густую или наоборот жидкую пищу. В этом случае вам следует найти компромисс. Объем суточного рациона зависит от густоты пищи. Чем еда гуще, тем меньше должен быть ее объем. Принято считать, что собаки не нуждаются в разнообразном питании. Вполне достаточно выбрать правильно сбалансированный рацион и придерживаться его на протяжении всей собачьей жизни, учитывая только возрастные изменения животного. Это является залогом нормальной работы желудочно-кишечного тракта, стабильного состояния и кожи, и шерсти. Любые резкие перемены рациона противопоказаны. Доказательством правильности того, что рацион собаки составлен и приготовлен правильно, будет физическое состояние вашей собаки и ее кондиция. Собака должна быть средней упитанности, сохранять постоянную массу тела, быть веселой и активной в соответствии со своим возрастом. Если собака худеет, значит корма не хватает. Если потолстела, значит корма много. То, что ингредиенты рациона должны быть свежими, то даже не буду на этом акцентировать внимание. Это и так понятно, это аксиома. Вот и все, что касается рационального кормления собак натуральными кормами и подходе к составлению рациона. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!